Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости островом Кипр. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего года, напомню, 2025, и будем говорить о целой провинции Пафос, куда входят 4 крупных областных, видите, по привычке, крупных города-муниципалитета. Ну, это так, административно-территориальное деление. Я вас еще в дальнейшем познакомлю. Остров Кипр. Конечно же, мы будем говорить с цифрами о том, что произошло на рынке жилой недвижимости целой провинции Пафос. Да, кстати, за мной картинка задний план. Это сегодня ходили на море. Температура плюс 18, но, похоже, наступила на Кипре зима. Видите, я даже традиционно свою джинсовую курточку одел. Но вот очень удобно, приезжая на остров, 2 пары брюк, шорты и 2 курточки, кожаная и, так сказать, джинсовая. Вот это весь необходимый для жизни гардероб, ну, для человека, который, конечно, не заморачивается на вещах. Итак, друзья, продолжаем говорить о недвижимости. Подготовил для вас интересный материал с помощью статистических данных, которые мне любезно предоставляет компания Link Consulting. Будем, так сказать, разбираться в процессах, которые я наблюдал на острове Кипр, провинция, напомню, Пафос. Итак, давайте начнем с самого, так сказать, начала, с первоистоков. Остров Кипр разделен на 2 части. Южная часть греки-киприоты живут, северная часть живут турки-киприоты. Всего 6 провинций. Сегодня мы говорим о провинции Пафос. Вот она здесь, видите, внизу. Напомню, что это Южный Кипр. Также можете посмотреть на карте отрисованные границы каждой провинции. Теперь мы уже переходим к следующей карте. И вот карта Google Map нам рисует такое пятно бронзовое, да. Это провинция Пафос, как она расположена, мы видим. И сегодня мы будем говорить о административно-территориальном делении провинции, куда входят муниципалитет Пафос, муниципалитет Гераскипу, муниципалитет Пея и муниципалитет Полис. Ну, из, так сказать, по меркам Украины, ну, город Пафос, да, это похож на город Гераскипу тоже, а вот Пея и Полис, конечно, это с большой натяжкой, то есть, скорее всего, это небольшие населенные пункты, но так или иначе, в административно-территориальном делении это называется муниципалитеты. Переходим к следующему слайду, и здесь мы уже будем говорить, друзья, о городе, муниципалитете Пафос. Не путайте, провинция Пафос объединяет в себя муниципалитеты. Сейчас мы говорим о городе, муниципалитете Пафос. Это новое жилье. Google Map отрисовывает границы данного населенного пункта, или же, еще раз повторюсь, города, муниципалитета. Будем говорить о новом жилье, апартаменты класс А и Б. В начале видео договоримся с вами о том, что класс А и Б это новое жилье. Оно стоит дороже, то есть это жилье, которое сдано в эксплуатацию, естественно. Почему присвоены эти классы? Потому что выполнено из материалов здания сооружения энергоэффективных, сберегающих, то есть зимой, как я уже говорил, на Кипре нет отопления, но и зимы-то, в общем-то, не холодные. Но, как утверждает первоисточник компании-застройщики, зимой не холодно, а летом не жарко. Я живу в классе CD, это старое жилье, но пока не замерз, друзья. Не знаю, как дальше, еще впереди февраль месяц, но вполне комфортно себя чувствуешь. Итак, новое жилье это класс АБ, старое жилье это CDEF, это жилье выполнено или построено из неэнергоэффективных материалов. Новое жилье, друзья, показало нам снижение за 1 месяц минус 0,18%. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья 2802 евро. Друзья, это вполне себе, ну вот по киевским меркам, это даже не самый центр города Киева на сегодняшний день. Хотя на сегодняшний день там зима, там холод,
ни света, ни воды, ни труб нету, да. То есть это сложно дальше сравнивать, это несопоставимые, несравнимые вещи. Но довоенный Киев гораздо дороже стоил даже не в центре, даже не новое жилье. Старое жилье снизилось на 0,20% за месяц и 2552 евро за квадратный метр. Ну, разницу чувствуете, чуть ли там не почти 300 евро. Давайте посмотрим, что вот здесь внизу у нас. Это табличка подытоживающая, так, чтобы вы понимали, что только в один город, муниципалитет, мы говорим о Пафосе, входит достаточно много локаций. Это ценовые зоны, где, в общем-то, компактно проживают греки-киприоты. Ну, каждая ценовая зона, почему я называю ценовые зоны, если вы посмотрите стоимость квадратного метра, она достаточно сильно отличается. В каждой зоне своя стоимость квадратного метра. Да? Tombos of the Kings. Вот мы проживаем здесь, я проживаю здесь. Это, в принципе, ну, не дешевый район, как вы видите. Ката Пафос – это вот эта часть, которая возле моря. Она самая дорогая, как в аренде, так и по предложениям. А мы работаем с предложениями. Хотя, если честно, жить на самом, так сказать, берегу моря, ну, еще то удовольствие. Вот все-таки, когда холодно, идут дожди, большая влажность, я думаю, что это не выход. Да, приехать отдохнуть месяц-два, наверное, а уже когда обживешься, надо уезжать выше горы, там и дешевле жилье, и, в общем-то, более, наверное, комфортно. Я проживаю вот здесь. Это средняя часть, так сказать, вторая линия можно назвать, да. А есть также Пана Пафос, это верхняя часть. Ну, сами разберетесь, посмотрите, прочитайте. В среднем по муниципалитету Пафос новое жилье показала нам 2802 евро за квадратный метр и снижение минус 0,18% за год. За месяц, вернее. Напомню вам, что в прошлом году город Пафос или Масол показывали нам динамику роста. Вот в этом году, друзья, как-то не сложилось. То есть все-таки вот эти колебательные процессы на рынке я отслеживаю и, в общем-то, вижу, да, вижу, как все неоднозначно. Переходим к долгосрочным процессам. Также это Пафос, также это новое жилье. И что, друзья, мы видим, что 2834 евро стоила недвижимость, новое жилье в декабре 2024 года. Сейчас это 2802 евро. Что показало, друзья, внимание, за год снижение минус 1,11%. Но для недвижимости, друзья, это плохо. Рынок ведет себя, ну, как бы не то, что неадекватно. Это говорит о том, что стоимость недвижимости была переоценена в прошлом году. А в прошлом году именно происходило тоже, ну, то, что стоимость росла. Но сейчас мы видим, что она корректируется рынком. Да? Мы еще раз говорим о предложениях. Это не конкретные сделки, где я стоял и держал свечку и считал калькулятором, кто сколько кому денег передал. Это информация, которую мы собираем с, кто живет на Кипре, знает, крупный портал Базараки. Мы собираем с 2019 года, мониторим, и не только Базараки, но это основной источник. То есть они системно подходят к бизнесу, там достаточно много можно найти информации. То есть с 2019 года я и компания Leap Consulting мониторим рынок недвижимости острова Кипр. Переходим к старому жилью. Город, муниципалитет Пафос. Я уже говорил, что это старое жилье отличается в стоимости. Тут почти, сколько у нас, 300 евро, да? Давайте табличку посмотрим. На табличке мы видим, что за месяц снижение минус 0,2%. Также можете посмотреть по локациям, как очень сильно отличается стоимость квадратного метра в зависимости от, так сказать, локации, от района, в котором находится недвижимость. Переходим к следующему слайду. Это за год то, что произошло со старым жильем в городе, муниципалитете Пафос. Видим, что 5000, вернее, 2593 евро – это
у нас декабрь 2024 год и декабрь 2025 год 2552 евро, что показало снижение в годовом измерении. Смотрим, вот здесь красная строка. 1,59%. То есть, ну, тоже это, друзья, достаточно плохо для города, когда, в общем-то, ну, я объясню, почему это плохо. Но, опять же, я исхожу из того, что в прошлом году стоимость росла, в этом году рынок корректирует. Помните так сказать, руке, в руке рынка, это Смит такой уважаемый был экономист, да, хотя его, так сказать, постулаты, ну, можно по-разному относиться, но вот он говорил о всемогущей руке рынка, да, которая все, так сказать, выровняет. Ну, в данном случае будем надеяться, что это происходит именно с тем, что меньше стало покупателей, цены были завышены по сравнению, так сказать, с теми людьми, которые хотели бы приобрести. То есть соотношение спроса и предложения было не в сторону, так сказать, продавцов, было много предложений, было мало спроса, и вот этот рынок скорректировал себя именно в стоимости квадратного метра. Следующий, друзья, город-муниципалитет Гераскипу. А вот здесь, друзья, мы видим, что он в прошлом году как раз был недооценен. Кстати, когда мы приехали только на остров, Гераскипу рассматривали, но там, ну, это такое тусовочное место, по крайней мере, те жилищные комплексы, которые мы смотрели, достаточно шумно, много людей, молодежи. Я даже представляю, какие вот эти новые жилищные комплексы, которые активно продаются и сдаются в аренду, в общем-то, подняли стоимость в декабре месяце. Мы видим, что на 0,20% поднялась стоимость квадратного метра. В целом это 2535 евро. Естественно, мы говорим сейчас о новом жилье. То же самое можете посмотреть, табличка экселевская, локации посмотреть. Еще раз напомню, друзья, вот я даю вам уникальный контент. Я один из немногих в Украине, кто достаточно так скрупулезно, ну такая у меня, как она называется, помните, старая школа называется, да, то есть я скрупулезно занимаюсь исследованиями, применяю научную методологию, я обосновываю научную методологию, то есть я показываю столько статистических данных, причем эти статистические данные я собираю из всемирной, так сказать, паутины, интернет это называется, с помощью программного обеспечения Olymp News. У меня есть на него патент, авторское право и так далее. Поэтому это уникальная информация, чтобы так подробно кто-то из местных вам аналитиков, хотя я даже не знаю, есть ли тут такие. Нет, есть, наверное, все-таки есть, не буду. Но тоже выходцы из бывших этих стран Советского Союза, ну, судя по тому, что я вижу, да, то это уникальный контент, поэтому, друзья, можете, так сказать, посмотреть интересующую вас локацию и поверьте, если вы начнете смотреть тоже портал Базараки, то стоимость квадратного метра будет соответствовать, ну, практически, ну, если не 100%, то 90% там, процентов будет соответствовать тем данным, которые вы сможете самостоятельно с помощью глаз и рук найти в всемирной паутине интернета. Да? Итак, мы проговорили, что город Гераскипу новое жилье показал нам за месяц небольшой рост. Следующий слайд, это также муниципалитет, город Гераскипу, но то, что уже произошло за год. Посмотрите, вот какая пила, да, по-другому не, или волна, или пила, не знаю. Видим, что в декабре 2024 года это 2525 евро, мы сейчас говорим о новом жилье, и 2535 в декабре 2025 года. То есть рост незначительный, ну, где-то 0,5% можно смело назвать, да, 0,38%. Итак, друзья, смотрим следующий слайд. Это город-муниципалитет Гераскипу, но уже, друзья, что? Старое жилье. Вот здесь видим.
Старое жилье также подорожало на 20%, стоимость 2472 евро, ну почти на 100 евро там отличается от нового жилья. И внизу данная табличка, красная строка, еще раз можете посмотреть, что рост за месяц на 0,20%. Следующий, друзья, слайд посвящен старому жилью в муниципалитете Гераскипу. Как происходило все на протяжении целого года. Период сравнения декабрь 2024 год, это 2469 евро. Снижение, снижение. И вот здесь мы с 8 месяца, это у нас август, да, мы стали видеть рост стоимости квадратного метра. Еще раз напоминаю, мы собираем, я и компания Олимп Консалтинг, собираем предложения, которые фиксируем и которые публикуются в интернете, в том числе на ресурсе Базараки, ну и так далее. Итого мы увидели, что за год стоимость квадратного метра подорожала внизу. Смотрим, да, на 1,14%. Вот такой, скажем, сложный путь проходила стоимость, вернее, развивался на рынке жилой недвижимости Гераскипу. То есть в зависимости от базы сравнения мы можем получить разный результат. Если будем говорить и сравнивать август месяц с декабрем месяцем, то здесь увидим феноменальный рост. А если будем сравнивать, как я это делаю, год к году, тогда это более-менее адекватные данные. Вот здесь рынок недвижимости себя ведет вполне адекватно. То есть незначительная динамика роста присутствует. А следующий, друзья, город, муниципалитет Пея. Да, кстати, мы рассматривали и в Пее жилье, когда приехали. Но это так, чтобы не обидно было. Это такой сложно назвать город. Ну, хотя там и инфраструктура есть, хороший очень спортивный зал там. А я привязывался к спортивному залу, так как я работаю удаленно, и мне необходимо, то есть у меня дом это офис, а тренировки по плану, война войной, а тренировки никто не отменял. То есть зал должен быть хороший и должен быть рядом. Почему? Потому что первые полгода без машины приходится, пока не привезу свою машину. Поэтому что-то покупать здесь не хочу, просто не хочу. У меня, как она называется, ну, не хочу, короче. Поэтому приходится ходить пешком, и поэтому спортзал должен быть рядом. Так вот, сейчас мы говорим о недвижимости города Пея. Это небольшой населенный пункт. Хорошая, да, береговая линия, Coral Beach, известный пляж. То есть, ну, все как бы красиво. И стоимость квадратного метра нового жилья. Также видим, за месяц подорожала на 0,41% и составила 1942 евро. Но стоимость квадратного метра, заметьте, отличается очень сильно от Пафоса, именно муниципалитета города Пафоса. То есть, если там 2500, то здесь даже 2000 евро нет. То есть, более бюджетное жилье. Поэтому, друзья, кто говорит, что Кипр это остров миллионеров, ну, я могу вам сказать, что да, есть, конечно, и виллы, которые по несколько миллионов, но на самом-то деле остров населяют обычные люди. И бюджетного жилья достаточно много, действительно достаточно много. Даже по меркам, я же говорю, города Киева, хотя сейчас, ну, это несопоставимые вещи, нельзя сравнивать 3-миллионный город Киев с совершенно небольшим островом Кипра, тем более там с какой-то там, условно говоря, небольшим населенным пунктом, муниципалитетом Пея. Итак, видим, что новое жилье подорожало за месяц. Внизу табличка, подытоживающие данные на 0,41%. За год что произошло? За год мы также видим, это то же самое у нас новое жилье, муниципалитет Пея, декабрь 2024 год 1940 евро и 1942 евро декабрь 2025 года. Но вот здесь видим вот эти колебательные процессы, как они, в общем-то, меняют картинку в целом рынка. Рост в целом незначительный за год на 0,10%.
Следующий слайд это посвящен уже старому жилью в муниципалитете Пея. Видим здесь снижение на 0,28% и стоимость 1768 евро за квадратный метр. Ну, тоже, да, чуть больше 180 или 170 евро отличается новое жилье от старого жилья. Но единственное, что новое жилье, оно и по размерам больше. Однокомнатная квартира может начинаться от там 60-70 метров. Итак, что же произошло за один месяц со старым жильем? Снижение минус 0,28%. Еще раз проговорили. Давайте подытожим, что же произошло за год, период сравнения 12 месяцев. Декабрь 2024 год 1802 евро и декабрь 2025 год 1768 евро. Так, снижение, друзья, извините, снижение минус 1,89%. Закашлялся. Значит, говорю правду. То есть почти 2% старое жилье подешевело за год. Ну и последний муниципалитет, который мы с вами будем рассматривать, это муниципалитет Полис. Он находится это самая северо-западная часть острова. Великолепная, в общем-то, природа очень сильно отличается от южной части острова. Также, ну, вот просто вот новая локация, новые какие-то природные ландшафты. Поэтому, ну, самый такой, как оно называется, муниципалитет, где достаточно нет туристических таких троп, мало туристов, ну и по стоимости, вот сейчас мы будем говорить, вы увидите, здесь я взял ну, новое жилье и старое жилье, хотя здесь новое жилье присутствует, старого чуть больше, за месяц подешевело это жилье, в выборку попало и новое, и старое жилье, 0,26% снижения. И стоимость квадратного метра в целом по выборке 1893 евро за квадратный метр. Также можете посмотреть, значит, локации, которые попадают в данный город-муниципалитет, ну и как очень сильно отличается, в общем-то, по локациям стоимость квадратного метра. Еще раз напомню, снижение за месяц 0,26%. Давайте посмотрим, что произошло в течение года. Динамика тоже отрицательная, то есть снижение. Декабрь 2024 год это 1924 евро. И декабрь уже 2025 года 1893 евро, что показало снижение на 1,61% в годовом измерении. Ну и подводя итоги, друзья, давайте очень быстро колебательные процессы обсудим. Это уже подводящие итоги в целом по муниципалитетам, а это уже в целом по провинции Пафос. Видим, что даже если посмотрим здесь по новому жилью, это 2426 евро, красная строка показывает указочкой. В целом по муниципалитету это среднее арифметическое число. Как оно считается? Складываем сумма трех вот этих чисел и делим на 3, получаем, в общем-то, вот это среднее арифметическое число. Что показало за месяц рост в целом по новому жилью провинции Пафос на 0,11%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,01. Дальше, старое жилье, друзья, 2171 евро за квадратный метр, это среднее арифметическое число по всем городам, муниципалитетам. Здесь за месяц снижение минус 0,12%. Естественно, индекс отрицательный, 0,999. Ну и последнее, так сказать, последний слайд. Здесь мы уже подводим итоги года, говорим о тенденциях. И давайте здесь я вам поясню то, что я говорил, вот это хорошо,
адекватно, когда рынок недвижимости показывает незначительный рост. А если показывает незначительное снижение, то это плохо. Ну, во-первых, разберемся по новому жилью. Самое дорогое жилье – это в муниципалитете Пафос. Естественно, сейчас мы говорим о целой провинции. И вот город, муниципалитет Пафос самый дорогой по стоимости. Но за год стоимость квадратного метра здесь снизилась на 1,13%, индекс отрицательный 0,989. На втором месте по стоимости муниципалитет Гераскипу, 2535 евро стоимость квадратного метра. Здесь мы видим динамику роста. За год незначительно, но полпроцента. Индекс положительный единичка, запятая 0,04. Ну и на третьем месте это муниципалитет Пея, 1942 евро за квадратный метр. Но я вам ранжировку делаю по стоимости. Также незначительная динамика роста, плюс 0,10%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,01. Друзья, давайте вам расскажу, что такое индекс рынка недвижимости в данном случае. Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра нового жилья в данном случае по целому, так сказать, по целой провинции Пафос. Он считается очень просто. Делим 2426, это подытоживающие данные по новому жилью, на 2433, то есть сравнивая декабрь 2025 года с декабрем 2024 года. Получаем в целом снижение за год минус 0,27%. Это по провинции, по целой провинции Пафос. Индекс отрицательный 0,997. Немного рекламы, друзья, на протяжении многих лет, это уже больше 10 лет, я и компания Link Consulting готовим индексы для крупных украинских банков. И, в общем-то, это и национальные системные украинские банки, и иностранные банки, которые работают на территории Украины. Меня смотрят, просто я вижу фокус-группу людей, которые работают в банках, это управление по рискам или риск-менеджменту, в разных банках по-разному, но данные специалисты по крупицам собирают информацию, ту, которую, в общем-то, я показываю достаточно часто в своих видео. То есть они знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих, кто в Украине и на острове Кипр, не побоюсь, друзья, этого, так сказать, чуть не сказал пафосного слова, да, я один из немногих, кто знает, как меняется стоимость квадратного метра в том или ином сегменте рынка недвижимости в целом. То есть это и коммерческая недвижимость, и причем я это говорю совершенно, как она называется, без хвастовства, да, то есть у меня достаточно много работ, которые можно найти даже в открытом доступе. Ну вот в качестве примера просто показываю то, что делаю по жилой недвижимости. Поэтому, друзья, меня найти очень просто. В описании канала есть Viber телефончик. Напишите мне или же позвоните, составим техническое задание. И я, в общем-то, раз в квартал мы проводим такие исследования. Вы будете получать полную информацию о недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Вы будете знать, дешевеет она во времени стоимость квадратного метра или же дорожает. Потому что вы знаете, что стоимость денег во времени, в общем-то, ну, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому синергия наших знаний, она, в общем-то, помогает и вам работать, развиваться бизнесу, ну и развиваться мне, заниматься наукой, и компания Link Consulting также. Итак, друзья, отвлекся, проговорили о индексах, проговорили то, что за год новое жилье подешевело на 0,5%. А вот старое жилье, друзья, здесь другая история. Видим, муниципалитет Пафос находится по стоимости квадратного метра номер 1.
2552 евро, 2472 евро это Гераскипу, дальше идет у нас Полис 1893 евро и 1768 евро это муниципалитет Пея. В целом вернее, провинции Пафос 2171 евро. Это среднее арифметическое число, что показало в годовом измерение снижение на 1,17%. Вот теперь давайте, хорошо это или плохо, я говорил, что это не совсем как бы адекватно. Я вверху подготовил, это официальная статистика, Евростат дает основные макроэкономические показатели, которые характеризуют экономику Кипра. Ну, рост ВВП видим здесь 3,7%. Инфляция в 2024 году 2,6%. 2025 год, ну вот это в феврале она поменяется 100%. Это предполагаемая инфляция 2%. Я думаю, что будет все 3%, как вот здесь 2,6%. Я думаю, что будет даже 3 в 2025 году. Соответственно, что такое инфляция? Давайте очень быстро, что называется, на пальцах покажу и расскажу. Существует закон стоимости. И он гласит о следующем, что любая экономика любой страны работает адекватно, когда количество товаров и услуг, которые воспроизводятся, соответствует количеству выпущенных денег. То есть это могут быть и фиатные деньги, и агрегат М1, М0, М2 и так далее. Так вот, если как только количество вот этих денег в обращении становится больше, в том числе фиатных денег, то происходит что? Вот включаются инфляционные процессы. За вот эти обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг. Напомню вам, что недвижимость является таким же товаром. Поэтому за обесцененные деньги можно меньше купить товара. И если мы видим, что вот здесь даже 2%, то вот недвижимость, ну, принято считать, что недвижимость это сохранение и успешные инвестиции. Сохранение, во-первых, денег и успешные инвестиции. Если мы видим, что ваша недвижимость за год подешевела, как вот жилье старое, на 1,17%, и при этом мы видим, что еще и инфляция составляет минус 2%, то это, друзья, ну, совсем не успешная инвестиция. То есть это, ну, купили за одну цену, а если будете продавать, продадите дешевле. Да? То есть недвижимость также обесценилась. Вот если вы смотрели мои предыдущие, так сказать, видео, где в Никосии стоимость квадратного метра выросла на 3%, в Никосии это тоже целая провинция, и туда входит в том числе город Никосия. В Фамагуста, это кусочек провинции, которая подконтрольна южной части Кипра, там тоже рост больше, чем инфляция. То есть вот это естественно и нормально себя ведет рынок. То есть недвижимость не дешевеет при такой инфляции. А когда инфляция еще и недвижимость дешевеет, это говорит о том, что в предыдущем году, но я вам уже говорил, рынок был перегрет. Было, наверное, много продаж, я не знаю, по продажам не могу сказать количество. Сделаю, у меня есть много информации о количестве предложений. Из предложений можно увидеть, в общем-то, активность рынка, насколько она была больше или меньше, сравнивая в том числе год с годом. То есть, возможно, был перегрет рынок в 2024 году, а 2025 год мы видели незначительный откат на 1,17%. Это старое жилье подешевело. И на 0,5% подешевело новое жилье в целой провинции. Итак, друзья, пришло время прощаться. Завтра запишу последнее видео по Лимассолу и потом уже подытоживающие данные по всем провинциям дам вам, и вы увидите, где, в общем-то, действительно выросла, где снизилась стоимость квадратного метра. Также будем говорить о жилой недвижимости в разрезе классификации. Итак, друзья, пришло время прощаться. На море ходил, лицо красное смотрю, да? Пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью не только острова Кипр, а и мы занимаемся анализом рынка недвижимости Украины.
Вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео, задавать вопросы. Я адекватным людям с удовольствием отвечаю. Может, какие-то темы интересные, которые вас интересуют, и, в принципе, они мне могут быть интересны. В общем, не стесняйтесь, делитесь своими мыслями, мне будет интересно. Я буду записывать видео на те темы, которые, ну, в общем-то, вы считаете интересными. Ну, и я, естественно, должен также понимать, что они мне также будут интересны. А еще, друзья, вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Арим Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих наших видеороликах.